Помните, какая была паника, когда объявили о отмене cookies? Но при этом Google Ads остался и работает так, как будто ничего не произошло. Потому что Google давно перешел на совершенно другой уровень. Он работает не на базе стандартных куки, а он видит человека как сущность целиком. И сейчас покажу, как именно это устроено. Заглянем под капот алгоритмов Google Ads. Итак, каждому пользователю Google присваивает уникальный неизменный числовой идентификатор Gaia ID. Это первичный ключ. То есть у каждого из нас, как человека, не как у браузера, не как у компьютера, а как человеку, Google присваивает Gaia ID. Для системы не существует отдельных пользователей YouTube, Gmail, поиска. Есть один Gaia ID, который совершает разные действия в YouTube, Gmail, поиске и так далее. Поэтому Google называет это единой цифровой сущностью. Вы, зритель, вы не набор cookies в браузерах на своих компьютерах. Google видит вас как единый узел, к которому абсолютно все привязано. Очень простое сравнение. У каждого человека в системе Google есть что-то вроде личного номера дела, идентификационного кода, как в картотеке. Один номер, который Google присваивает раз и навсегда и не меняет. И самое интересное, что не важно, где вы появляетесь. Смотрите вы ролик на YouTube, читаете письмо в Gmail, ищете маршрут в Google картах. Для Google это не три разные посетителя. Это один и тот же человек, который зашел в разные комнаты одного и того же здания. Куки, которые существовали раньше, это бирка на двери комнаты. Вот эта комната принадлежит вот этому человеку. Бирку можно сорвать, как и сделали, запретив куки, а номер дела, идентификационный код остается с вами навсегда, пока существует аккаунт. Дальше вокруг Gaia ID Google строит так называемый Master Data Graph. Это динамический граф из узлов и ребер, у которого есть узлы. Это Gaia ID, Device ID, ваши идентификаторы девайсов, пресловутые cookies, IP-адреса, с которых вы заходите под этими Device ID, под этим Gaia ID, хэши ваших имейлов, а ребра — это связи между ними. У каждой связи есть свой confidence score или коэффициент уверенности от 0, не уверен вообще, до единицы, уверен 100%. Например, вы залогинились в один и тот же аккаунт на двух разных устройствах. Confidence score единица. Это 100%, эти два устройства одному и тому же человеку принадлежат. Например, вы не залогинились никуда, но используете второе устройство на одной и той же Wi-Fi сети. И у вас похожее поведение, вы ищете похожие запросы. Confidence score будет 0,5, 0,6, то есть не 100% уверен, но скорее всего это один и тот же человек. То есть это не бинарная система, знаю, не знаю, он, не он, а это вероятностная модель. Google предполагает, что скорее всего вот этот человек, даже несмотря на то, что он инкогнито в браузере зашел, даже несмотря на то, что он VPN запустил, с какой-то долей вероятности это вот тот самый человек, который открыл свой аккаунт ранее. То есть Google строит на каждого из нас что-то вроде досье детектива. В центре фотография, Gaia ID, а вокруг ниточки куликом. Телефон, ноутбук, почта, IP-адрес. У каждой ниточки своя степень уверенности. От точно его телефон до, скорее всего, это IP-адрес, из которого он выходит в интернет. Или, скорее всего, он пользуется этим VPN, когда выходит в интернет. И когда приходится делать ставку на показ рекламы в Google Ads, система смотрит не на одну улику, а на ваше досье целиком, чтобы определить, какую рекламу конкретному юзеру показывать. И главная сила у Gaia ID — это работа с юзерами, которые не залогинены. Google использует так называемое probabilistic matching, вероятностное совпадение, для создания теневых профилей, которые потом сливаются в Gaia ID. Как видите, в патенте, который подала корпорация Google, четко описана эта механика через три типа сигналов. Через временные паттерны, например, смартфон замолчал, через 30 секунд включился Smart TV.
скорее всего, и это все произошло с одного IP-адреса. Вполне вероятно, что один и тот же человек прекратил взаимодействие с телефоном, включил телевизор. Погас телевизор, открылся ноутбук. Это первое. Второе, это лингвистические паттерны. Одинаковые ошибки в орфографии или редкие запросы на разных устройствах. То есть Google очень четко знает и определяет, как разные люди артикулируют, пишут свои запросы. И третий — это геокластеризация. Совпадение траекторий движения, даже без GPS, через так называемую триангуляцию Wi-Fi, которой Google имеет доступ, понимать, через какие точки доступа вы подключались. Благодаря этим трем элементам, трем типам сигналов, Google может определять пользователя, который даже не залогинился, с очень высокой confidence score, благодаря взаимному усилению увеличения вероятности каждого из этих сигналов. И на самом деле то самое Google Signals, которые продвинутые пользователи видят в Google Analytics 4, это лишь верхушка айсберга. Под ней система, вдумайтесь, с точностью идентификации выше 90%. Даже если вы вышли из аккаунта, разлогинились, Google все равно ведет себя как опытный следователь, который узнает человека не по паспорту, а по привычкам. Телефон, например, замолчал, потом ожил телевизор, значит, вы пришли домой. На разных устройствах одни и те же запросы к Google. Например, какое-то кафе, какой-то ресторан ищете, что-то еще ищете, но одинаково это ищете, где поесть там, например. Одинаковый стиль письма, почерк совпадает. Устройства каждую ночь появляются в одной и той же Wi-Fi сети, значит, живут по одному адресу. Google собирает эти улики в черновое досье и ждет. Как только вы залогинитесь хоть на одном устройстве из предполагаемых, черновик склеивается с основным делом и обогащает основное дело новыми данными о вас и ваших устройствах. И эта механика работает с точностью выше 90%. И таким образом, даже если вы на каких-то устройствах были не залогинены и хранятся эти вот теневые досье на вас, как только, но даже если вы на них не залогинитесь, но confidence score достигнет высокого значения 90%, оно определит, что это вы, и склеит с вашим основным профилем. Таким образом, Gaia ID — это скелет, потоки данных — это мышцы. Выявлено 47 потоков данных из разных продуктов Google, даже если они формально не связаны с рекламой. Из Gmail Google берет парсинг чеков транзакционных, что вы покупали, создает для каждого в досье историю покупок, даже если вы покупали, перейдя не по ссылке в Google Ads. Обновляет профиль в реальном времени. Для чего? Для того, чтобы когда рекламодатель выберет стратегию назначения ставок Target ROAS, целевая рентабельность инвестиций в рекламу, Google знал, что нужно показывать вот этому юзеру рекламу, потому что у него в Gmail были в прошлом дорогие покупки. Видите, как это все связано? Google Maps, карты, данные обновляются каждые несколько минут. Google фиксирует время пребывания и видит, что вы, например, если вы в автосалон зашли и были там больше 20 минут, значит, вы не просто глазели. Скорее всего, вы потенциальный покупатель авто. И еще не делая в Гугле поисков, какую купить автомобиль, уже будет понимать, что вам советовать. Если у вас Android и Play Store, то список приложений, установленных на вашем девайсе, формирует психографический портрет. Трейдинг, например, приложения для трейдинга, для дейтинга, разные приложения, там, не знаю, гольф-клубов, каких-то подписок, сразу вектор интересов доступен для таргетинга. Если вы пользуетесь Chrome, то не только URL, но и Google анализирует глубину взаимодействия, скроллинг, выделение текста, сигналы интереса до того, как вы начнете что-то искать. И даже если вы не пользуетесь ничем этим, вы заходите на сайты, на которых установлено что? Google Analytics, который собирает о вас эти данные. Вывод. Как рекламодатель вы можете мыслить таргетированием не только на ключевые слова, а на Gaia ID из 47 источников. Ключевое слово — это триггер, а ставка считается по так называемому графу идентичности. Предположим, что у нас есть досье детектива. Это не только фотографии и отпечатки пальцев. Это 47 источников, которые рассказывают о человеке все. Даже то, что он сам еще не произнес вслух.
Почта доложила, пришел чек за покупку. Значит, человек что-то покупает, например, дорогое. Карты заметили, что третий раз за месяц вы заходите в автосалон и там находитесь какое-то время. Значит, выбирает машину, хотя, может, ни разу еще не искал купить авто. Телефон подсказал, что у тебя установлены приложения для трейдинга и гольф-клуба. Значит, доход выше среднего. Браузер зафиксировал, что вы читали статью, скроллили очень медленно, значит, внимательно читали, выделяли текст. Значит, тема зацепила. Хотя до поиска еще дело не дошло. И когда человек наконец вводит запрос, Google 100% знает, кто перед ним. Ключевое слово — это просто повод начать разговор и показать объявление. А решение о ставке Google принимает на основании всего досье целиком. И поэтому для показа рекламы некоторым пользователям он ставит более высокие ставки, некоторым более дешевые ставки. И когда мы говорим о умных алгоритмах назначения ставок, то они работают не на конкретное устройство, а на весь кластер устройств пользователя с одним Gaia ID и с учетом Confidence Score. То есть это может быть пользователь не аффилированный, но с высокой вероятностью, с высокой Confidence Score, похожий на этого. И он тоже будет считаться по ставке вот этого пользователя. И получается, что система Google знает о человеке больше, чем любая другая платформа в мире. Потому что ни одна другая платформа в мире, включая Facebook, включая там тоже там ChatGPT, что угодно, не обладает таким количеством источников информации, как Google. Почта, карты, устройства, операционная система, максимум, браузер, аналитика, поисковая система, YouTube. Все это принадлежит Google. И получается, что Google максимально точно может прогнозировать конверсии. И он понимает, кто точно купит, потому что у него есть confidence score, весовой коэффициент при расчете каждой ставки. Поэтому, друзья, то, что я все время говорю в одном из первых уроков своего курса, друзья мои, Google знает, купит ли пользователь на вашем сайте еще до того, как он показал ваше объявление. И поэтому нам важно научиться играть таким образом, чтобы Google знал, что показав ваше объявление, и он заработает, и вы заработаете. Потому что Google, как любой коммерческой компании, нужно заработать деньги. То есть не строим никаких иллюзий, что Google — это корпорация добра, которая соединяет хороших, классных рекламодателей с хорошими, классными покупателями. Нет, друзья. У Google сейчас цель стать корпорацией номер один по искусственному интеллекту на нашей планете. Для этого нужно триллионы долларов. Единственный источник прибыли корпорация Alphabet. Alphabet — это материнская компания Google. Если вы посмотрите годовой отчет, единственный их основной источник прибыли — это Google Ads, Google реклама. Если им нужен триллион на разработку в сфере искусственного интеллекта, им нужен этот триллион откуда взять? От рекламодателей. Поэтому цель Google ясно заработать деньги. А наша задача таким образом настроить свою рекламу, чтобы не просто Google заработал деньги, а еще и мы заработали на клиентов, которые к нам приходят. То есть встроить нас в интерес Гугла. И когда многие кричали, что ой, все, cookies не будут считаться в рекламе, всему конец, на самом деле Гуглу на это абсолютно все равно, потому что идентичность целиком не разваливается при очистке браузера кэша или смене устройства. Граф самовосстанавливается через другие узлы. Я прерву это видео на 32 секунды, чтобы ты наконец перестал сливать рекламный бюджет. Под моим управлением было более 700 миллионов долларов США в Google Ads, поэтому все инсайты проверены на практике. Я регулярно общаюсь с топ-сотрудниками Google, а сам являюсь официальным Google партнер. Мои ученики, предприниматели со всего мира, уже оптимизировали свои рекламные кампании, сократили расходы и увеличили продажи благодаря моим методикам. Эти стратегии работают для любого бюджета, хоть $500 в месяц, хоть 5 миллионов долларов в месяц. Я приглашаю тебя применить эти же проверенные подходы. Переходи по ссылке в описании к этому видео и сделай свою рекламу по-настоящему эффективной. Представьте себе, что ваше досье, вот собранное, попадает на стол собственника аукциона. Вы приходите на аукцион купить дорогущую картину, и ему на стол ложат резюме покупателей. И он понимает, кто с какой вероятностью купит каждую картину. Обычная система смотрит на одни какие-то данные, например, раньше там куки в браузере, и дальше гадает. А умный аукцион Гугла смотрит на досье покупателей, клиентов целиком, досье юзеров.
все устройства, все привычки, все сигналы, по каждому оценка уверенности. Поэтому он реже делает ставки на случайных прохожих и чаще на тех, кто действительно готов к действию. Или, когда ему надо заработать, он делает ставки даже на тех пользователей, которые не готовы купить. Но, как вы понимаете, он делает эти ставки в таком случае, когда вероятность заработать от рекламодателя крайне низкая. То есть, видите, нам нужно, когда мы настраиваем рекламу, думать сразу же с нескольких сторон. Это намного усложняет процесс. И вот, кстати, я уверен, многие из вас, поделитесь, друзья, в комментариях, замечал, что последние несколько лет бывает так, что смотришь, у конкурента бизнес, все классно работает, ты там даже с ним подружился, узнал его бюджет, его настройки бывает. У тебя точно так же все настроено, даже лучше, а у тебя работает все намного хуже, чем у твоего конкурента. А причина в том, что по мнению Гугла, он, как конкурент, более классный партнер для корпорации Alphabet. То есть, настраивая рекламу, нам нужно еще и думать о том, как использовать вот эти нюансы алгоритма Гугла на то, чтобы он к нам приводил самых лучших пользователей, а не к нашим конкурентам. И вот вернемся к нашей метафоре. Когда владелец аукциона получает эти досье, ему не нужно больше проводить аукцион. Он говорит: смотри, Александр, я предлагаю тебе эту картину сразу за 2 миллиона. Согласен? Он говорит: согласен. Кто-то еще есть ставки? Нету ставок. Забрал. Насколько сразу происходит проще аукцион? Именно примерно так сейчас и работает внутри Гугла. 3 вывода для рекламодателя, которые вы можете уже сейчас начать внедрять. Первое. Включите расширенные конверсии, так называемые Enhanced Conversions. Когда вы их включаете, то с вашего сайта передаются хэшированные данные по конверсии. Кто совершил эту конверсию? Это помогает системе связать действие с Gaia ID, усилить граф покупателя и дать больше информации в систему аналитики, что делает в целом аукцион Smart Bidding более точным для вашего аккаунта целиком. Второе. Не бойтесь автоматических стратегий. Система принимает решения на базе графа из 47 потоков данных и вероятностной модели. Алгоритм знает о пользователе больше, чем вы зададите вручную. Единственное, Smart Bidding, автоматические стратегии назначения ставок нужно использовать с умом. Не просто дай мне много любых конверсий, а правильно настроенных конкретных конверсий по конкретной цене, его нужно обучать, то есть это тоже процесс. И третье, проверяйте, что детектив получает данные. Если у вас в отчете по кросс-девайс конверсии есть данные, то досье работает на вас. Если нет, значит вы где-то обрезали доступ. Проверьте, включены ли Google Signals Enhanced Conversions на вашем сайте. Резюмируя это видео, точность системы таргетинга и рекламы Гугла построена не на cookies и не на единичных идентификаторах, а на математической модели цифровой сущности. Gaia ID, Master Data Graph, Confidence Score и 47 потоков данных. Плюс теневые сущности, которые в момент повышения Confidence Score соединяются с основной сущностью. Google может предсказать поведение человека точнее, чем любая система на этой планете, и принять решение в таргетинге, в рекламе, какую рекламу ему показать, даже когда человек не залогинен. И ваша задача, как рекламодателя, не мешать системе, а дать ей данные, которые она может использовать, и максимально постараться настроить рекламу таким образом, чтобы для Гугла было выгодно вас показывать, приводить к вам именно платежеспособных клиентов, которые будут в вашем бизнесе платить больше, вы будете еще больше инвестировать в рекламу. Это превращается в такой симбиоз. Если же этот симбиоз не достигнут, то Google превращается в самую мощную в мире систему по сжиганию ваших денег, по уничтожению ваших денег. На этом все, друзья. Если вы хотите больше знать о том, как работает Google изнутри, то приглашаю вас на мой бесплатный мастер-класс, ссылка на который под этим видео.